Уважаемые друзья, хотел бы сразу отметить, что аэропорт сегодня, как и вчера, как и завтра, будет находиться и находился в наших руках. За сегодняшний день были отбиты все атаки украинских войск на наши позиции в районе аэропорта, в районе населенного пункта Спартак, в районе, кстати, населенного пункта Марьянки, в районе населенного пункта Еленовки и в районе населенного пункта Докучаевск. Украинские войска потеряли приблизительно, по нашим подсчетам, за сегодняшний день около 200 человек убитыми. Порядка 9-10 единиц боевой техники было сожжено. Могу еще отметить следующее, что судя по пленам, которых мы сегодня взяли, которых мы брали, кстати, в воскресенье, украинские войска, точнее украинское правительство кидает в бой подразделения малообученные, наспех сформированные и пытается ими закрыть те политические интересы, которые они на сегодняшний день исповедуют. Еще самое главное, этими людьми они закрывают свое поражение в аэропорту. Они до сих пор не могут понять, что это не случайность, это закономерный процесс, который будет в дальнейшем продолжаться. Ну, знаете, я, наверное, не буду лично отвечать на это. Вот, Дим, подойди сюда, сядь, расскажи, как вы сюда попали, как вас бросали, перебрасывали. Могу сказать следующее, что часть подразделений была уничтожена танков в районе населенного пункта Еленовка-Докучаевск, остальные были сожжены в районе Спартака, Песок и Нового терминала. Присаживайтесь. Ну, начнем по порядку. Наша задача была По порядку. Когда ты прибыл в Донецк? Когда ты призвался, когда ты прибыл в Донецк? Прибыл я позавчера, где-то 5 утра, 5 до 7, Это было воскресенье, правильно? воскресенье. Стояли, ждали меня. Тогда нам поставлена была задача поехать к мосту. Там дальше я не знаю. 2 танка впереди меня были. Обстреливались. Потом мы развернулись. Ехал впереди танк. Я второй. Потом мы подъехали к перекрестку. Меня избили. Когда ты призвался? Призвался я 5 сентября. Проходил где подготовку? Все это время подходил подготовку в Черниговской области, в Гончаровску. Потом меня переводили на учебку в Десну, потом обратно. Потом в Гончаровск, в Чугуев. Ну, и все так. Проходил, как так говорится, подготовку военную. То есть это был твой первый и последний бой за сутки. Так. Вот так вот. Один бой, 2 часа, нет подразделения, один экипаж взят в плен. Задача була заїхати між новим і старим терміналом і прикривати відхід, прикривати роботу ЗРУ. Був взят в плен під час бою. Сколько вас было, сколько осталось живых? Непосредственно сколько нас заехало, 2 машины по 10 человек. Осталось. Ну, некоторые уехали, некоторые остались. С тех, что остались, живой я. Не знаю. Вроде бы никого. Расскажи, 2 на моих глазах убиты, а остальные немного позже тоже. Задача была прикрытие эвакуации раненых. Зашли не знаю куда. Зашла одна машина, 9 человек экипаж. Машина горела, что ушла. У нас осталось чуть-чуть. В живых, пока Миша видит, 3 человека. А теперь у меня вопрос к троим сразу вам, ребята. Вот мы с вами разговаривали, сидели, почти пару часов. Скажите,
Пацаны, зачем вы пришли? И вы понимаете, куда, и почему вас посылали? Расскажите свое мнение об этой войне. Можно и первый. За вот те несколько, там, час-полтора, сколько было, от того момента, когда я именно взят в плен, и когда был передан вот этому человеку, меня чудом не убили. Меня хотели растерзать, зарезать. Я не знаю, что остановило этих людей, но среди этих людей у каждого своя потеря, своя семья. То сына нет, то дочери нет. Русских войск я не увидел. Там были именно те люди, которые живут вот на этой территории. Вы знаете, чем отличие нас от Украины? Точнее, от Украины в целом, от той ее части, которая посылает своих солдат на смерть. Мы воины, которые ценим мужество. Эти простые пацаны, хлопцы, четко выполнили поставленную боевую задачу. Не их вина, то, что их бросили как кусок мяса. Не их вина, то, что их бросили без разведки и просто на убой. Они как солдаты заслужили его самого высочайшего уважения. Потому что они молча выполнили поставленную боевую задачу. Я хочу обратиться к тому подполковнику, который имел честь разговаривать со мной возле аэропорта. Я дам это знамя ему. Я обещаю этому подполковнику, что соберу всех убитых в аэропорту, тех, кого мы сможем найти и собрать. Солдат украинской армии. Мы можем передать убитых этому человеку, дабы они были захоронены возле своих родных на своей земле. Я обещаю, что мы дадим все воинские почести этим людям, потому что они достойно сражались, они действительно герои по-своему. И как противника мы уважаем их за их героизм и мужество. Это, наверное, самая большая задача военного, любого офицера – ценить мужество и достоинство людей, которые сражаются против тебя. Поэтому, я не знаю, к сожалению, как его зовут, но я обещаю именно тебе, полковник, что я дам тебе твоих бойцов, твоих ребят, я дам тебе это знамя. Если хочешь, передашь Петру Алексеевичу с моими самыми лучшими пожеланиями. И еще, уважаемый президент Украины, я вас звал в аэропорт, от аэропорта до города Киева 1 километраж, от населенного пункта Пески немножко меньше. Я зайду в Пески, я обязательно там тебя опять позову. И каждый раз, когда я буду приходить в любой другой населенный пункт, я буду называть тебе, сколько километров до твоей резиденции. Я не знаю, сколько это продлится, но наша встреча с тобой разбудется. Обязательно. Это я тебе обещаю. У этого парня день рождения 2-е, воскресенье был. У этих двоих день рождения сегодня 2-е. Уважаемые украинцы, мы не хотим вас убивать. Мы не хотим убивать никого из вас. Мы не хотим терять своих друзей, своих детей, своих матерей и отцов, своих стариков. Обдумайтесь. Вы, как родители, единственные, кто может остановить своих сыновей. Краще не йдіть сюди. Це не наша війна. Це, як, наскільки я вже зрозумів, трохи бачу за декілька годин. Це війна великої політики і з нами простими людьми не рахується. Ні, ну твоє слово. Моє слово, що не треба сюди йти, тому що тут такі ж самі жителі, як у нас, хочуть так само миру, так і ми. І що я дійсно сьогодні, вчора, коли їхав в больницю, бачив, що на самом деле робиться. Гибнуть люди безневинні, діти.